Добрый вечер, это Михаил Лобковский. У меня непривычный звук из меня выходит, вам не понять. Просто у нас был один микрофон, а сейчас другой микрофон, я к нему привыкну. Я не один, кстати, здесь сижу, здесь еще Саша Кирсанов. Здравствуйте, да, добрый Александр. вечер, но круче же сейчас звучит, согласитесь. Непривычно. Но мы спросим. Типа я был меццо-сопрано, а сейчас контр-альт вдруг стал. Вот такое у меня ощущение. Спросим у женщин, которые будут звонить. Хорошо. Как голос поменялся в лучшую сторону. Огромный микрофон такой, как в кино показывает. А был просто такой около уха. Ну, поехали. У нас сегодня такая интересная тема про мотивацию. Что такое мотивация? Почему есть люди, которые не имеют мотивации? Вот они прям не знают, чем им, например, заниматься. У них нет никакой мотивации работать. Есть какая-то деградация, есть апатия, есть усталость. И человек говорит, вот мне ничего не хочется, у меня нет никакой мотивации. А сколько родителей обращаются с этим вопросом вечным? А как мотивировать ребенка учиться? А как замотивировать ребенка читать? А вот если ребенку давать деньги за отметки или за то, что он пол помоет, это хорошая мотивация, правильная? А какая мотивация неправильная и так далее? Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Дарья. Добрый, как вам новый голос Михаила? Голос отличный у Михаила. А Дарья лучше звучит, да? Дарья старого не помнит, поэтому не с чем сравнить. Просто у нас другое оборудование, другая техника, поэтому Александр спрашивает. Ну, давайте вашу историю, вопрос. У меня история такая. На протяжении нескольких лет я следила за своим внешним видом, особенно за весом. 5 раз в неделю тренировки в тренажерном зале с тренером, правильное питание, с подсчетом калорий. А тут летом вышла замуж и резко набрала 7 килограмм, просто перестала себя ограничивать пластом, забросила тренажерный зал. А муж, с которым мы встречались 7 лет, и он меня видел в прежней форме, делает тонкие намеки на то, что неплохо было бы начать вести прежний образ жизни. Сам тоже он правильно питается, ходит в тренажерный зал, а мне просто вот совсем неохота. Не хочется, я себя не могу заставить, мне хватает сейчас максимум на неделю. А в чем ваш вопрос? Вопрос в том, как себя все-таки мотивировать, в чем причина. Мне все вокруг говорят, вот что вообще не по адресу. Я сам не сторонник силу через радость. Это в смысле радость через страдания. Вот как говорят люди, которые не хотят ходить в спортзал. Они говорят так. Ненавижу, прям не хочу. Но как только приду, как начну заниматься, как адреналин-то пойдет, вообще оттуда не выгонишь. Вот это как бы такое насилие над собой, в результате которого человек получает счастье и удовольствие. Я не сторонник. То есть получается, что для того, чтобы потом получить удовольствие, тебе сначала надо себя заставить. Ведь вы тоже об этом сейчас думаете, правильно? Да. Вот я не фанат этого. Я считаю... Во-первых, дайте я вам расскажу, почему располнели. Вам это интересно? Да. Потому что считают психологи, что когда вот люди в браке, у них хорошие отношения, они реально набирают вес. Расслабляются, говоря по-русски. То есть в качестве невесты вы держали форму, надо же было замуж выходить, правильно? Правильно. А теперь у вас все есть? Зачем вам так себя ограничивать? Это первое. Второе, я не фанат ЗОЖа. Знаете, что такое ЗОЖ? Да. Я считаю, самое подробное описание ЗОЖа дал в одноименной песне «Шнур», если вы ее видели, вместе с клипом. У меня... Давайте без цитат только. Мы табличку вот сегодня сняли, но цитат не будет, но просто я с Шнуром абсолютно солидарен. У меня ровно такое же отношение к ЗОЖу. А так как я еще провел, такая есть программа на СТС «Супермамочка», временно пока до лета, видимо, прекратили, и я видел примерно 65 мам, и часть из них как раз про ЗОЖ, это оставляет неизгладимое впечатление на нежной психике. Это что-то нездоровое. Поэтому я вам скажу так. Если вы хотите вернуться в прежний вес, вам надо просто перестать тревожиться. И вы вернетесь безо всякого фитнес-зала. Вы же понимаете, что не все люди, которые стройные, да, они не все после фитнеса. Вам такое приходило когда-нибудь в голову, да? Да. Что если человек весит свой нормальный вес и выглядит, так сказать, нормально, то это не обязательно потому, что он только что с тренировки вернулся. Есть другие причины для этого. И самая главная причина
полное отсутствие тревожности, которое очень влияет на организацию питания, на пищевое поведение и на метаболизм, и на многое другое. Так что, если вы хотите вернуться, вам проще вот эту проблему решить, не трогая зал. Продолжаем дальше. Добрый вечер, меня зовут Ольга, у меня есть сын, ему 11 лет, прекрасный, добрый мальчишка, но учиться вообще не хочет. Постоянно срывает уроки клоунским поведением, присутствует демонстративное поведение с раннего детства, любит повышенное внимание к себе. Учителя жалуются. В последнее время родители других детей просят принять меры для того, чтобы не отвлекал детей от учебной программы. Уже стыдно смотреть учителям, родителям в глаза. Уговоры не помогают. Или ненадолго, может, на недельку, потом снова, что делать, как донести до сына эту ситуацию. Дорогая Ольга, я боюсь, что вы сами не знаете, что у вас за ситуация. Вот я вам сейчас расскажу, что у вас происходит, а вы решите тогда, как донести до сына. Рассказываю. Вот это клоунское поведение детей, а я просто имею опыт прямо напрямую. Вот у меня был случай, я его как-то даже описывал, когда в классе ребенок также мне срывал уроки и все время рожи строил. К сожалению, это не очень хороший симптом. Это симптом того, что ребенок требует себе внимания. Я не знаю, почему он так себя вел, когда был совсем маленький. Может быть, он в кого-то, так сказать, по характеру пошел, да? Но когда это происходит среди коллектива, то там есть интересная мотивация. Он это делает для того, чтобы его полюбили и приняли. Ему это надо, потому что таким образом он пытается завоевать к себе любовь и принятие. Вот есть люди, которые это делают по-другому, да? У них характер есть какой-то, они себя ведут, я не знаю, каким-то образом. Вот их любят такими. Ваш ребенок очень хочет понравиться. Это низкая самооценка. Это неуверенность, это попытка всем нравиться для того, чтобы тебя полюбили. Я думаю, что вам надо, прежде чем вообще ему что-нибудь скажете, потому что я не знаю, что ему скажете, отвести ребенка к детскому психологу, сказать, у нас есть такая проблема. Мой ребенок постоянно пытается перевести на себя внимание, постоянно смешит детей. У него такое вот клоунское поведение. И пусть детский психолог поймет, в чем его, так сказать, психотравма, почему он это делает, откуда у него такое патологическое желание, чтобы его полюбили, всем понравиться, почему он пытается так завоевать внимание одноклассников. И тогда эту проблему ее можно будет решить. Я вам желаю успехов. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Да, Юлия. Мне 32 года. Так. У меня такой вопрос. Прочитала вашу книгу «Хочу и буду». И мне создалось впечатление, что вообще ее по мне вы написали. Что написали? По мне, по моей истории жизненной. Вот. Но если вкратце рассказать, что и семья была проблемная, и, соответственно, первый супруг был копия папа, а далее был второй супруг. В общем, если долго рассказывать, то были нездоровые какие-то у меня отклонения. Но я, знаете, как-то постоянно себя чем-то мотивировала. То есть у меня были успехи на работе. Помимо этого я родила здорового ребенка, которым я сейчас просто наслаждаюсь. У меня замечательные стали отношения с мамой, с папой. Я бесконечно люблю. Им все простила, так скажем, их поняла, переросла, или, в общем-то, как-то дальше можно это продолжать. А что они такого делали, что вам пришлось их прощать? Папа обижал и достаточно и телесно, и уже в моем подростковом возрасте, и был такой дебошир, и кухонный разбойник, и все, что с этим связано, изменял. В общем, не было детства. Не было заботы, внимания. Мама все прощала и тоже истерила. И, в общем, все мы с сестрой, это у нас все было на глазах. Но в какой-то момент я вырвалась лет в 16 из этого. И, в общем-то, попала в другую семью, более спокойную. В общем, мне повезло. Такие вот были у меня знаковые люди, которые помогли. В общем, дело в том, что потом я вышла замуж второй раз за достойного мужчину. Но потом мы расстались. В общем, смысл не в этом. Вот когда я второй раз вышла замуж, я постоянно что-то делала с собой. То я сидела на вегетарианстве, то я обливалась водой,
то я изучала Кастанеду, очень практиковала тенсиогрити. В общем, я чем-то постоянно занималась. Потом мне это давало какие-то результаты. Я росла в работе, я стала таким интересным человеком, с таким кругозором широким и так далее. В общем-то, а потом я влюбилась в женатого, конечно же, по вашей книге. Вот. И дело в том, что вот чтобы от него избавиться, от вот этой связи, я попала на вас, на вашу информацию, на ваше мировоззрение. Нам надо немножко близиться к вопросу, а то... Поближе, да. Вот смотрите, у меня смысл в том, что я с января практикую все 6 ваших правил. Когда у меня прошел месяц-полтора, я перестала вообще что-то от себя требовать, хотеть, желать. Я просто наслаждаюсь своей жизнью, общением с людьми и так далее. Но у меня такой вопрос. Вот этот период такого пассива все-таки или отсутствие мотивации, или мне нужно чуть-чуть подождать, когда у меня все-таки вот эта психика моя перенастроится, так скажем, на вот такую жизнь, на мой взгляд, просто наличие мотивации — это какая-то нездоровая тема. Спасибо. Значит, я слушал вас внимательно, и я думаю, что надо ждать все-таки изменения психики. Почему? Потому что вы, девушка, у нас очень тревожная. При всем при том, что вы и стали жить другой жизнью, простили родителей, вот это вот убиваться с Кастанедой и остальными практиками, это, конечно, тревога. И там, я не знаю, не будем мы сейчас трогать ни веганов, ни сыроедов, дай им Бог здоровья. Короче, вот тут все непросто. Поэтому человек не может просто так взять 6 правил и начать расслабляться. Для этого психика, конечно, должна сначала измениться. Мотивация, это не имеется в виду, что себя надо преодолевать или какие-то волевые усилия прилагать. Мотивация — это не про это. Это про внутреннюю, наверное, потребность человека себя реализовать в чем-то. Мотивация, она в каком-то смысле синоним такой жизненной активности. Потому что, когда у людей депрессия или очень пожилой возраст, у них нет мотивации. Они вообще уже ничего не хотят. У них астения, депрессия, у них снижается жизненный тонус, естественно, снижается мотивация. Добрый вечер. Давайте вопрос один зачитаю за WhatsApp, и потом примем звонок. Даша пишет: совсем нет друзей, мужчины тоже нет, не с кем гулять и общаться. Мотивирую себя тем, что нужно больше работать и зарабатывать, чтобы качество жизни было лучше, и тогда смогу обрести новых друзей в путешествиях или других развлечениях, на которые нужны деньги. Имеет ли место быть такая мотивация? Это, конечно, это очень странно, правда? Правой ногой чесать левое ухо, да. Это деньги не имеют прямого отношения к коммуникации, к близким друзьям, мужчине и так далее. Это Катя нам пишет, да? Даша. Даша, прошу прощения. Даша, дорогая. Почему с вами это происходит? Потому что вот вы так сформированы, да? Не самый, видимо, общительный человек. Вам лучше, если у вас есть мотивация, обрести друзей, найти себе любимого мужчину, я не знаю, выйти замуж и как-то полноценно в этом случае. Кстати, тут фоточку рассматриваю, Даша очень красивая блондинка. Да. Я-то не вижу, это Александр. Я вот люблю залезть в ваши, так сказать, профайлы, посмотреть, что там и как. А это вот WhatsApp, который мне как раз не отображает экран, а вас отображает, понятно. Поэтому наличие денег — это такая странная мотивация. Вам надо решить ту проблему, как у нас девушки любят называть ее, венец безбрачия. Короче, с какого-то места в организме его надо снять. И тогда все пойдет и без денег. Только к гадалкам не ходите, пожалуйста. Да, нет, я за традиционную психологию все-таки. Итак, теперь звоночек. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Александр, мне 43 года. Вопрос мой в следующем. Часто бывает, что я начинаю что-то делать, и мне первое время очень нравится свой процесс, я прямо погружаюсь в то, что меня заинтересовало. Это может быть спорт, может быть рисование или что-то еще. Либо как-то поменять свою жизнь, стать более ответственным, жить по расписанию и так далее. Но проходит время, и вот этот процесс, что мне интересно, он сначала становится все сильнее. То есть я вижу, как меняется моя жизнь, мне нравится то, что происходит, мне хочется двигаться дальше. Но постепенно я начинаю уставать, и все это выливается в то, что мне уже ничего не нужно совсем, уже хочется просто отдохнуть, и все свои планы и решения, они уходят на второй план, я про них
забываю на время, потом с тоской возвращаюсь к чему-то. Вот что здесь можно посоветовать? То есть я правильно вас понимаю, что вы начинаете чем-то заниматься, и в каком-то моменте начинаете от этого, то, чем вы занимаетесь, уставать, да? Да. Почему? Здесь... Подождите, почему? Что такого происходит, от чего у вас возникает усталость? Мне хочется делать то, что делаю, больше и больше. И если это спорт, то хочется им заниматься постепенно больше. А зачем? Зачем? Мне начинает нравиться результат и процесс. То есть я вижу, как я меняюсь. Еще, пожалуй, возникает тревога, такое чувство, что если я сейчас не продолжу... Вот, видите, какое дело? То есть не потому, что вы хотите делать больше, а тревога, она заставляет вас уставать, и она, собственно, убивает мотивацию. Вот смотрите, я могу себя привести в пример. Я начал работать психологом, когда мне было примерно 23 года. Сейчас мне 56. Вот все это время я работаю психологом, не устаю. Во-первых, у меня нет задачи достигнуть каких-то высот или что-то добиться. Я работаю ровно в той мере, в которой мне это нравится. Пупок не надрываю, на тяжелой работе не убиваюсь. И работаю так, как мне, так сказать, комфортно. Не беру, например, то, что мне тяжело, и излишнее, на что уходит энергия и так далее. Может быть, поэтому я уже, так 30, сколько получается, 3 года, да, этим занимаюсь. Поэтому вы просто должны понимать, что не то, что увлеченность ваша, а сама по себе тревожность, к сожалению, создает чувство усталости. Вообще выгорание на работе, например, когда люди чем-то увлеченно занимаются, а потом бездыханные падают на пол около рабочего станка, это не потому, что они прямо так любят свою работу, потому что есть еще компонент тревога, попытка стать лучше, первым и так далее. Она, собственно, и убивает. И выгорание оттуда же. Ну, плюс, конечно, те же люди, которые не очень любят свою работу, но это не случай Александра. Те выгорают все подряд, потому что половину жизни мы проводим на работе. Если вы еще не любите, тут не то, что выиграть, тут можно прямо, скажем, сгореть. Женя написала: не могу начать ходить на курсы английского языка. Уже год откладываю. Записалась на эту пятницу, но опять не получается из-за работы. Как выделить время на курсы и начать стабильно уже ходить? Рассказываю. Значит, для того, чтобы у вас была какая-то мотивация учить язык, вы должны знать, зачем вы его учите. Как-то мне посчастливилось посетить занятия Димы Петрова. Дима Петров, если кто не в теме, программа на канале «Культура» называлась «Полиглот». Да. Дима Петров знает больше 30 языков. Мне поразило, что он сказал, что иврит я выучил за 2 недели примерно. Значит, он говорит: слушайте, а вы какой английский хотите учить? Нет никакого абстрактного английского. Если вы хотите заняться техническим переводом, это один английский. Если вы хотите путешествовать, это другой английский. Если вы сдаете экзамены там на TOEFL, это 3-й английский. Если вообще медсестра, которая ищет себе работу в Бангладеш, это вообще еще один английский. Поэтому никакого английского нету, как нет никакого абстрактного русского. Все зависит от того, что вы хотите от языка. Так вот, когда у человека нету реальной мотивации, он, в принципе, хотел бы выучить английский язык, но он не знает зачем. Он его учить не будет. Более того, он может выучить какие-то конструкции базовые, там, грамматику, например, да. А дальше что? Дальше лексика-то разная пойдет, потому что в зависимости от ваших запросов и от вашей мотивации, это вообще все разный язык. Может быть, вы хотите на кельтском, кельтский это перед английским был язык, читать, я не знаю, Шекспира. Или кто там на кельтском еще писал до Шекспира. Я не знаю. Вот когда, дорогая, как зовут нашу девушку? Евгения. Дорогая наша Евгения поймет, зачем ей английский конкретно. Нашла парня из Манчестера, вступает с ним в переписку, писать не может, не понимает. Вот тогда она тут же побежит, задрав ноги, этот английский учить. До тех пор, пока она не знает, зачем она его учит, я бы даже не начинал учить. Здорово работает, кстати, эта вещь. А я еще от себя посоветую, я тоже как-то вот хотел пойти на курсы по английскому языку, и тоже все никак не получалось. Я дома на диване смотрю сериалы с субтитрами. Вы знаете, неплохо помогает. За границей еще не было проблем с тем, чтобы объясниться на английском, тебя поняли. Прикольно. Я хочу сказать пару слов про себя. Пользуюсь, как говорится, возможностью. Когда я учился в 9 классе, мы с другом, тогда его звали Юра по фамилии Бунишко,
Бунишко, не помню. Просто сейчас его зовут Ури Таир, он занимается иностранными студентами Иерусалимского университета. Решили пойти учить английский во дворец пионеров и школьников на Ленинских горах. Как выяснилось, мы не одни такие умные были. Когда мы пришли, то там группа была забита на 5 лет вперед, и вообще это нереально было попасть на этот английский язык. Такое ощущение, что вся страна решила в один день эмигрировать. А зачем они еще учили английский, я не знаю. Оставалось только 2 языка свободных. Португальский и норвежский. Но тупо соображая в 15 лет, а это вообще 14 было, Юрий, он был на год младше меня, мы решили, что Португалия это какая-то дыра на юге чего-то. На юге жизни дыра. А Норвегия это Норвегия. И мы пошли на норвежский язык. Нас радостно встретила Валентина Яковлевна Орлова. Да. Она была профессором в ГИКа, но она выучила, вот Александр, она выучила, что такое мотивация. Норвежский дома. Еще и немецкий дома. Она в 15 лет поступила в МГУ и в 19 лет его закончила. И она нам преподавала норвежский язык, выучив, подчеркивая, его дома. Вот. И я, учил, конечно, мне было 15 лет, что я там помню из этого норвежского. Вот. И вдруг через 30, через почти 40 лет после этого было 2 эпизода. Один раз я встретился с послом Норвегии в России и так, между прочим, сказал, Хильсен про Москву, этот набор звуков. Да, привет из Москвы, да. Он был в шоке, было ощущение, что любой тут пройди, любого толкни, все по-норвежски разговаривают. А второй раз была очень смешная история. Я прилетел, лекцию читал в Лондоне, и прилетел в самый дальний аэропорт. Не помню, как он называется. Где-то 50 километров от города. И подошел с дочерью. Да, сразу скажу, я ни на каком языке практически. Я на иврите разговариваю, английский я очень плохо знаю, почти не знаю, на русском разговариваю. В принципе, сейчас разговариваю. Вот, и я взял дочь в качестве переводчицы. И вот мы подходим к стойке такси, а такси оттуда стоило 117 фунтов. Мне какая разница, сколько стоило. Но не только мне, там и другие люди были. Я слышу сзади женский голос, говорит, давайте вместе на английском поедем, а деньги пополам. Оборачиваюсь, стоят 2 тетки, лет 45 примерно. Вот. Чтобы было не скучно, поехали. Значит, на переднем сиденье сидит одна, слева сидит другая, я посередине, справа сидит дочь. Значит, та, которая спереди, они обе норвежки оказались. Значит, она участковая в поликлинике, а рядом со мной офицер полиции сидит. Они, в их понятии, значит, в Лондоне все очень дешево. Они решили, у них день рождения в один день, они решили в Лондоне погулять, там выпить гораздо дешевле, а билет, на самом деле, это было потрясающе для меня. Из Осло в Лондон стоил 9 фунтов туда-обратно. Когда мы доживем с лоукостером Победы до этих цен, да. Значит, мы сели, и та, которая офицер полиции, у ней рюкзак, она такая советская женщина, забит шампанским 0,33, чтобы зря деньги не тратить, а накидаться перед началом паба и дискотеки, да. Она меня всем пыталась споить. А дочь, значит, переводит. Дочь переводит. К вопросу о мотивации, да. И в какой-то момент дочь говорит, папа, я хочу спать, девушка к тебе клеится, сам с ней разбирайся, я лично сплю. Вот, значит, дочь уснула, мы сидим, кстати, в машине, в притирку сидим и молчим. Потому что я же не разговариваю ни на каких языках. Помолчали мы минут 15, и вдруг я выдал 2 эти фразы. Одна называется «Я и Хейр Биша», это типа «Меня зовут Михаил». Еще раз как? Извините. Тут убрали табличку, поэтому я лучше не буду повторять, да. А второй вот это Хильсон Фроланден. Вот. Она говорит, чё? По-английски. Я опять повторил. С 6-го раза она поняла, что я хотел сказать. Посмотрела на меня тепло. Вот опять же, любой парень по-норвежски не сразу понятно, правда, она с 6-го раза поняла, что я хотел сказать. Но ей было приятно. Едем дальше. Еще проходит, я не знаю, 20 минут. А такая ситуация неловкая, потому что ты едешь и молчишь. Я думал, что пообщаемся. Выяснилось, что я не могу общаться ни на одном языке. И вдруг я ее спрашиваю по-английски, говорю, а как Улов поживает? Улов — это король Норвегии. Она говорит, да он умер давно. Но сын, говорит, одна копия отец. И дальше опять едем молча. Она всеми уже накидалась, выпила, я, по-моему, 2 литра уже шампанского.
Вот, я пить его не стал, хотя бы всем предлагала. Еще проходит какое-то время. И я говорю, вот было бы лет 30 назад, было бы похоже на сцену из фильма «Земляничные поля». Кто не знает, это один из самых великих в мире фильмов. Там такой пожилой едет профессор, и к нему молодежь набрасывается в машину, они там ржут всю дорогу, ну и так далее. И вдруг я понимаю, что фильм-то не норвежский, фильм-то шведский. Я говорю, ну да, говорю, я что-то, видимо, перепутал, это шведский фильм. И тоже, ну, с кем я стал обсуждать кино, да? С офицером полиции Осло, а то она кино смотрит. Она максимум, что смотрит фильм, сериал «Мост», я думаю. Ну вот, и в какой-то момент все это закончилось. Я, кстати, теперь напрягся это вытягивать из себя английский язык, а по-норвежски я знал только 2 фразы. Я к чему все это длинный рассказ? А к тому, что у людей должна быть обязательно мотивация, зачем они учат язык. Но не бывает без мотивации никакого языка. Вот если бы я захотел бы, например, с девушкой поближе познакомиться, с норвежской, я, может, и норвежский бы нормально выучил. Добрый вечер. Вопрос к Лобковскому следующий. Ребенок 12 лет, ничего не хочет. В частности, речь о занятиях в спортивной секции. Приходится заставлять каждый раз. После тренировки он довольный, говорит, понравилось. В следующий раз опять не хочу. Предлагала поменять секцию на любую другую, но он не хочет ни менять, ни посещать. Что делать? Отступить? Не заставлять? Хочется, чтобы спорт был в его жизни для здоровья. Спасибо. Отступить и не заставлять. 100%. Потому что у ребенка должна быть своя мотивация, он сам должен хотеть. А это очередная история, типа ты еще матери потом спасибо скажешь. Добрый вечер. Или по-португальски, я вспомнил, это будет «Буа ночь». А вы это самое учили, да? Да, по португальским сериалам. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, меня Алексей зовут. Меня хорошо слышно, да? Очень. Ага. У меня следующий вопрос. Как мотивировать себя на более важные задачи, чем менее важные задачи? А зачем? Вот, Алексей, сразу встречный вопрос. Зачем вам сдались более важные задачи, чем менее важные? А вот сейчас расскажу проблему. Значит, я музыкант-любитель, и раньше там мои произведения там выдавали там на неплохих лейблах, там у меня был какой-то определенный успех. Вы сами пишете музыку, да? Да. Но последние 6 лет я, значит, погряз в собственном перфекционизме, цепляясь за мелочи, и доделать ничего не могу. То есть нормальным людям нужен, год, там, скажем, да, но не 6 лет. Вот. От меня ушла жена с ребенком, там, пропал профессионализм на работе, на настоящей, то есть, где я деньги зарабатываю. То есть я устал от своей требовательности. То есть, что я такой, значит, придирчивый сам к себе. Вот. Как мотивировать себя на более важные задачи? Честно, опять скажу, никак. Вы, что называется, не совсем по адресу обращаетесь. Вы от меня, конечно, как от психологов вправе были ожидать, что сейчас я вам расскажу, но так как я сам не люблю такой мотивации, такой, знаете, я бы назвал рациональной мотивацией. Типа, как же мне что-то такое придумать, чтобы мне это захотелось. Я привожу на лекциях, друзья мои, 2 примера. Это покойный Майкл Джексон и ныне здравствующий Пол Маккартни. Оба великих музыканта. Значит, Майкл Джексон с детства его заставляли и музыкой заниматься, и выступать, и так далее. И у него очень понятным образом сформирована была психика. Он, в общем-то, убил себя в результате, полностью отдавая себя музыке. Кстати, если вам интересно, он скупил все права на песни «Битлз». То есть для него музыка — это профессия, это вся жизнь, это образ жизни, это даже его собственный образ, с которым всеми экспериментировал. Он умер, и, насколько я помню, там были огромные миллионные долги. Значит, Пол Маккартни лет в 14 начал бренчать в школе на гитаре. Он набренчал на $2 миллиарда. Пол Маккартни, ему бы в голову в жизни не пришло чьи-то покупать на чью-то музыку права. Он просто нравится — играет, не нравится — не играет, нравится — поет, не нравится — молчит. Вот я за такую мотивацию. И если вы, я возвращаюсь к нашему слушателю, человек, который пишет музыку, вас должно распирать от потребности ее писать, от желания. А вот специально что-то такое серьезное в этом изображать, я любитель, я хочу быть профессионалом, зачем? У вас же, если бы была потребность, вы бы и без моего совета это сделали. Я, например, тоже, когда я жил в Израиле, значит, Израиль признал мою 2-ю степень по психологии. Они мне говорят, а давай 3-ю степень. Я говорю, 3-я — это PhD. Доктор, как пишет на визитке, доктор философии и психологии.
Вот, я говорю, а зачем мне 3-я степень? Говорит, ну вот будет у тебя такая визитка, на ней будет написано, что доктор психологии. Говорю, зачем? Я же не собираюсь наукой заниматься. Я работаю с пациентами, как говорится, на земле, как говорят оперативные сотрудники. А мне, чтобы 3-ю степень, просто я рассказываю, получить, надо было еще убиться 3 года в Иерусалимском университете на докторат. Не хочу. Я вот не ставлю перед собой таких задач, потому что никакой потребности нету. Я скажу так, мотивация, она хороша, когда вам нравится то, что вы делаете, когда вас, как бы сказать, вы себя реализуете, у вас в этом есть потребность. А вот заставлять себя я не сторонник. Добрый вечер. У нас минутка остается, давайте вот еще одно сообщение из WhatsApp. Да, давайте, да. Настя спрашивает, как быть, когда отец просто каждый день лежит на диване после работы и никаких развлечений или увлечений у него нет? Настя, во-первых, папе не надо завидовать. Когда вы заработаете кучу денег и будете чьей-то матерью, вы тоже позволите себе прийти с работы, лечь на диване и ничем не хотеть. Вы удивитесь, я сам так живу. Я когда работаю, а я много работаю, так много, как я 20 лет не работал, я работаю 50. Так вот, я прихожу и очень люблю щелкать пультом от телевизора, ни на чем не концентрируюсь. Но это же идеальное развлечение для мужчины, мне кажется. Это развлечение для любого человека, который поработал и хочет отдохнуть. А что хотела дочь от отца? Чтобы он что, макраме занимался, придя домой с работы? Чтобы он что, выпиливал лобзиком? Я не очень понимаю. Люди, когда работают, они, в принципе, очень примитивно отдыхают, я вам скажу. Никто специально не убивается на каких-то занятиях и развлечениях. Вот так, да, лежат и ничего не делают. Вот я лежу и ничего не делаю, и мне это нравится. Михаил, добрый вечер. Год была в депрессии, ничего не хотела сделать вообще. Вылечилась, все хочется. Однако заметила, что навык, в кавычках, ничего не делания, приобретен во время депрессии, остался. Вопрос, что делать, вроде хочется, а как-то лень. Ирина, 35 лет, Московская область. Ну да, когда человек долгое время вырабатывает определенный поведенческий стереотип, он потом приживается. Как эту проблему решить? Писать себе расписание накануне. Единственное требование к расписанию, чтобы вы писали только то, что вы хотите делать. И когда час X настает, вы достаете заветную бумажку, а там написано: подними свою задницу и перенеси ее из пункта А в пункт Б. И так 1,5 часа. И вы, хочешь не хочешь, это делаете. Вы не можете пожаловаться, потому что это ваше расписание, и вы сами его себе придумали, имея в виду, что вы это как раз хотели сделать. И тогда вы поломаете этот депрессивный стереотип, и у вас начнется новый, здоровенький такой. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Дальше. Меня зовут Светлана. У меня к вам вопрос о мотивации. Маленькая предыстория. Однажды я слушала ваш радиоэфир, и там был вопрос, и, отвечая на него, вы сказали следующую фразу, что такая ситуация, когда человек необщителен и как бы совсем не стремится к общению, не совсем здоровая. Я напряглась, потому что я мало стремлюсь к общению и мало стремлюсь к тому, чтобы наладить какие-то взаимоотношения с новыми людьми. То есть мне как бы комфортно, я самодостаточна. И у меня вопрос, нужно ли мне мотивировать себя для того, чтобы увеличить круг общения, скажем так? Нет, не нужно. Речь идет только о ситуации, когда человек страдает из-за неспособности общаться. Если человеку так хорошо, он такой выраженный интроверт, и он себя чувствует комфортно, ему ничего с собой делать не надо. Когда я говорю, что это нездоровая ситуация, я имею в виду тех людей, которые не могут публично выступать, а вступать в какие-то отношения с противоположным полом. Не только сексуальные, хотя бы вербальные. Которые не имеют друзей, которые чувствуют себя одиноко и так далее, потому что у них проблемы с коммуникацией. Только об этом идет речь. Добрый вечер, Михаил. Что можете сказать по поводу личностного роста и преодоления себя, чтобы совершенствовать своих привычки и стать лучшей версией себя? Где грань? Растешь ты, ломаешь себя, совершенствуешь привычки. Я часто ленюсь идти в спортзал, но зная, после этого чувствую себя лучше, мне нравится спорт. О чем это? Аня, это опять не по адресу. Я вообще не фанат личностного роста. Я не хочу быть лучшей версией себя. Мне худшее вполне устраивает. Я не знаю, зачем человеку расти, но если он, так сказать, физически не вырос, наверное, у него есть проблемы, он хочет быть выше.
То, что касается... Это у меня был такой любимый анекдот. Я очень плохо помню. Он примерно так звучит. Папа, а мы с тобой духовно богатые люди? Говорит, нет, сынок, мы душевно больные, а материально бедные. Как-то так. Я сейчас его, наверное, перебрал немножко. Короче, я вообще не очень понимаю, зачем над собой куда-то расти. Если взять двух людей, один из которых принимает себя, а другой растет над собой, то первый выглядит намного здоровее. Жизнь так устроена, что сложно понять, что является критерием чего, что такое личностный рост, что такое, когда вы стали лучшей версией себя, в каком смысле. Но, кстати, интересная тема для какой-нибудь очередной программы. Давайте еще один вопрос, последний из WhatsApp. Да. Катя, начинающий журналист из Москвы. Люблю работать, когда меня хвалят. Как только сталкиваюсь с трудностями или что-то не получается, то так как надо, портить настроение, ничего делать не хочу. Как относиться к таким промахам спокойнее? Дорогая Катя, вы никак не относиться, потому что у вас реальные проблемы. Вы, видимо, перфекционистка-отличница. Вас с детства научили не предмет любить школьный, а пятерку получать. И вот эта история, когда, знаете, собака там, скажи там, как это, голос, да, или ложись, или и ей сахарок за это дают, она у вас закрепилась. Теперь вот для вас огромную роль играет похвала, то есть мнение других людей. Вам надо оттуда уходить быстрее, перестать спрашивать, перестать искать чужого мнения, работать только для себя, работать для удовольствия и абстрагироваться от людей. Тогда у вас все станет на места. У меня осталось 30 секунд, хочу потратить с пользой. Дорогие друзья, мотивация должна быть внутренней потребностью, а не преодолением через силу, через заставление себя что-то делать. Это в идеале. Если вы чувствуете, что мотивация ваша ослабела, или сам предмет стал неинтересен, или вас астении или депрессия.